Привет всем! Вы на канале Ирена Адлер. Сегодня будем смотреть распаковку винтажа, собранного за 2 месяца. Я летом уделяла больше внимания созданию своей коллекции сережек, которую покажу вам позже. Но сегодня посмотрим, что я нашла почти за все лето. Сегодня не так много украшений, даже несмотря на то, что это находки за 2 месяца. Начну я их вот с таких простых вещей. Этот браслет, даже, честно говоря, не знаю, зачем я его купила. Ну, вообще с целью скомбинировать с чем-то другим. Я делаю обычно из браслетов целые комплекты и продаю их вместе. Ну и вот такое вот колье интересное, более интересное, чем этот браслет. Такую цепочку можно тоже скомбинировать с разными другими бусами и колье, и будет это выглядеть современно. Поэтому я вот обычно беру такие вот как бы незамысловатые вещи на первый взгляд. Парочка браслетов. Конечно, все такие вещицы я нахожу по одному, но вот они хорошо смотрятся вместе в комплекте. Как раз к слову о комплектах. Дальше будут несколько брошей. Их в этот раз у меня немного. Очень красивый кабошон, такой вот неоднородной структуры. Внутри как будто какой-то матовый кусочек плавает. То есть такое стекло очень необычное. Как такое можно было выплавить? Мне кажется, что это уже такое определенное мастерство и уже изделие достаточно интересное. Несмотря на то, что это стеклянный кабошон, но смотрится это как настоящий янтарь. Еще одна брошь в стиле Бидермайер, примерно конца 19 века. Нет, сама брошь, наверное, конечно, более новая, но вот в таком стиле она сделана. Не буду на ней останавливаться, просто она интересная. Еще одна брошь, итальянская микромозаика. Здесь на обороте есть даже клеймо Made Italy. Ну, в этом никто и не сомневается, что это итальянская мозаика. Она достаточно старенькая и сложена она из очень-очень меленьких частей. К сожалению, некоторые из них выпали. Но мне все равно она очень нравится. Она безумно красивая. И, кстати, еще вот одна таблетница, тоже с микромозаикой на крышке. Но это уже более поздняя вещь. И части мозаичные здесь уже покрупнее. Посмотрите, какая между ними разница. В этот раз будет брошей мало. И вот такая собачка, это последняя. То есть их всего лишь раз, два, три, 4 будет сегодня. Ну, конечно, это ничем особо не примечательная вещь. Она не слишком старая, возможно, и китайская. Но, честно говоря, я всегда беру такие милые вещицы. Мне кажется, что кто-то в них может найти то, что их порадует. И не обязательно эта вещь должна быть какой-то с историей. Одно кольцо сегодня есть, муранское стекло. Вы знаете, я их часто нахожу, и каждое кольцо какое-то уникальное и по-своему прекрасное. Ну и для тех, кто любит крупные украшения, особенно такие стейтмент кольца, вот эти вот стеклянные кольца, они смотрятся великолепно.
И цветовая гамма у них бывает настолько шикарная, широкая, можно подобрать под любую одежду. Один кулончик сегодня есть, это Дамаскин. Про Дамаскин я тоже уже не раз рассказывала. Этот кулон как раз настоящий Дамаскин, не имитация. В хорошем состоянии, нигде он не покрылся патиной. Сюда достаточно прикрепить цепочку и все. Еще покажу одну таблетницу, вот такую маленькую, в восточном стиле. И что удивительно, здесь ручная роспись, птичка на перламутре. И что удивительно, у меня в моей коллекции есть вот похожая коробочка. Это даже таблетницей назвать трудно. Я ее уже показывала в одной из предыдущих распаковок. Посмотрите, как они похожи. Видимо, они как бы из одной мастерской. Вот такие вот две таблетнички, не знаю, два таких элемента одного чего-то целого. Тоже интересно очень, когда мне попадаются в разных городах Европы вот такие вот вещи. Интересно, каким образом они попадают в разные концы мира. Становятся такие истории интересные, но, к сожалению, мы их никогда не узнаем. Все остальные теперь будут клипсы. Что-то новенькое, что-то более старое. И вот такая пара клипс с эмалью. Может быть, они, как и эта собачка, не слишком старые, но достаточно красивые. И еще я у того же продавца увидела вот такой зажим для галстука. И тоже здесь у птички, у тукана такая же синяя эмаль. Мне даже, я это взяла, честно говоря, вот так вот сложила, как комплект. Понятное дело, что это не будет никогда комплектом, хотя сейчас очень модно носить и галстуки и женщинам. Это очень модный, актуальный аксессуар сейчас, поэтому почему бы и нет, вот такой вот комплект неплохо бы смотрелся. Очень интересно, то есть комплект зажим для галстука и клипсы. Немножко такой вот даже какой-то офисный стиль, и клипсы не такие крупные, и зажим для галстука. То есть женщина может прийти в офис, если она предпочитает какой-то стиль одежды такой вот офисный, то вот такой можно комплект даже использовать. Ну и здесь вот есть какая-то даже этикетка, то есть я предполагаю, что такие вещи, это, знаете, когда магазин закрывается какой-то, то остатки из этого магазина попадают на барахолку. И у меня есть еще одни клипсы, тоже они на вот такой подложке, тоже, наверное, из того же магазина, с того же самого бренда. И немножко другая только здесь форма и эмаль, но в принципе они, как видите, похожи. Зеленый цвет очень красивый. Люблю зеленый. Вот такие вот клипсы. Еще одни зеленые, на этот раз серьги с такими кабошонами стеклянными посередине, тоже зеленые. С одной стороны они простые, но с другой стороны очень эффектные. Капелька цвета. Если вы не любите цвет в одежде или там как-то боитесь переборщить, то можно легко одеваться в нейтральных цветах и добавлять цвет в аксессуарах, в сумочках, украшениях. Это простой вариант, который
скомбинирует любая женщина, и будет это выглядеть прекрасно. Дальше клипсы немного покрупнее, тоже с эмалью, но это уже клипсы Пьер Ланг. Я не раз уже тоже показывала украшения этого бренда. Это австрийский бренд. Он не очень старый, по-моему, он существует и до сих пор. Очень хорошего качества эта бижутерия, ничего не темнеет, не тускнеет. Высококачественное, посмотрите, какое золотое покрытие. Конечно, на украшениях Пьер Ланг есть маркировка. Они великолепные. И еще одни клипсы Пьер Ланг. Посмотрите, какие они большие. Очень красиво сверкают на солнце эти кристаллы. Они, конечно, тяжеловатые. Здесь уже подушечки немножко подустали. Ну, их можно снять. Они вот сверху надеваются на зажимы. Это украшение я еще не чистила, не вытирала, ничего с ними не делала, поэтому вот показываю как есть. И это не самый худший вариант, конечно, по чистоте я имею в виду. Бывают украшения вообще просто жутко грязные. Вот. И две последние пары клипс, уже более старенькие. Я вам сейчас покажу, какие они уникальные. Вот такие маленькие розочки из слоновой кости. Очень тонкая работа. Посмотрите, какая резьба шикарная. Маленькие розочки. Очень элегантные и очень тонкая, ценная работа. Старенькие, конечно, они очень-очень старенькие и просто великолепные. И последние клипсы, последние украшения на сегодня, тоже довольно старые. Смотрите, это натуральные аммониты. Кто знает, аммониты — это древние ископаемые моллюски, которые вот превращаются в такие вот окаменелости. Их находят в скальных породах, уже в камне, и вырезают вот такие. Иногда бывают оттиски аммонитов, просто как бы оттиск в камне, но этот аммонит, посмотрите, он настоящий и очень красивый. Как украшение, не знаю, может быть, это на ушах выглядит как бы не очень. Но, знаете, из аммонитов очень много делается украшений, и я считаю, что они уникальны сами по себе, потому что это именно аммониты. Вот такие украшения на сегодня. Как обычно, покажу это все крупным планом. Я надеюсь, что мое видео вам понравилось, несмотря на то, что всего сегодня маловато. Ну, вот так вот я немного летом занималась другими делами. Не скажу, что бездельничала, но вот как-то так. На сегодня это все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.